Всем доброго утра, друзья мои. У нас уже утро. Вот как видите. Я сегодня немного отдохнула, пару часов. Потом рано утром проснулась. У меня режим такой разный. По-всякому. Не угадаешь, когда я устану. И вот, поработав с людьми, пару часов подремала, потом проснулась, весь дом прибрала, собак вывела, чтобы утром они меня не доставали. Сейчас они спят обратно. А я пришла пару работ снять вам и тоже пойти дальше по своим делам, может, и снова отдохнуть, потому что силы ушли. Итак, мы с вами прекрасно знаем, что когда у человека что-то болит, ему ни до чего. У него нет настроения ни для чего, ни для прогулок, ни для каких-то там мероприятий, поехать куда-то, радоваться жизни. Ничего не интересует и не радует, когда у человека болит тело. Вот телесная боль, она, конечно же, несопоставима, может, где-то и с душевной болью, но в любом случае и там дискомфорт и отравляет существование живого создания. Я очень много вам дарила ритуалов от боли, от различных болезней, поэтому говорить о том, что и как делать, уже говорила, и огромное количество старинных обрядов, плюс мои ритуалы, основанные на этом. Но в любом случае их много не бывает. Вот я вам даже покажу вот эту книгу теней. Вот она расписана до этого места. Скоро довершу, поверьте мне. Это уже которая книга теней. Я специально в таких пишу ритуалы для здоровья, чтобы потом самой найти, если мне что-то надо будет. Где-то переписываю. Но в любом случае у меня, как правило, вот есть такая книга теней. Это обязательно ритуалы на здоровье, на красоту и прочее. И вот буду постепенно вам дарить то, что здесь уже есть. Начнем от боли. Это не заговор, это именно ритуал от боли, телесной боли. Если вы после операции чувствуете эту боль, тяжело переносите, если у вас в организме вам все время приходится идти блокировать эту боль, то есть называется ставить блокаду. Я думаю, что те, которые это делают, знают, что это такое. Да? Это определенный укол, который надолго хватает, чтобы нервные окончания не чувствовали этой боли. Но это очень мучительно на самом деле. Если вы проведете в совокупности с теми ритуалами, которые отдельно, для отдельных случаев, например, боли в спине, через некоторое время просто проведете общие, снимающие боль телесную, это сработает намного сильнее. В стародавние времена считалось, что у лесного черта или лысого черта, знаете, да? Черта лысого, вот тот самый черт лысый или лесной черт, что у него есть две дочери. Дочери, которые питаются болью человека, забирают боль человека и съедают эту боль. То есть им нужна человеческая боль. Но чтобы они это забрали, нужно позвать, разрешить им или попросить их и отдать им. То есть дать им свое согласие, чтобы они забрали. А я вам говорила, что тонкий мир, он так устроен, что пока ты не попросишь, они в твою жизнь не внедряются. Ты должна попросить, чтобы они услышали и помогли. Когда вы жалуетесь на судьбу, призадумайтесь, а вы попросили и вам не дали, или вы просто сидите жалуетесь?
Вы должны были попросить, чтобы они имели право вмешиваться в вашу жизнь и вам помочь, и исправить вашу жизнь. Вы просили, чтобы они вмешались силой судьбы и исправили вашу судьбу. Вы делали что-либо в виде ритуала, заговора, мольбы, просьбы, что-нибудь подобное было? Обращение, пожалуйста, помогите мне силой мироздания, чтобы у меня жизнь изменилась. Что-то такое вы говорили этим силам? Нет. Если нет, тогда зачем вы жалуетесь? Вы же не просили, чтобы получать. Вот то же самое здесь. Нужно их попросить, чтобы они пришли и забрали вашу боль. Что для этого нужно? Наливайте в бокал красное вино, любое, полусладкое, сухое, неважно. И кусочек черного хлеба. Значит, ставите на алтарь бокал, кладете рядом хлеб. Читайте этот заговор 6 раз. И бокал с хлебом оставляйте на подоконнике. После, на следующий день, выносите и оставляйте возле дерева. И говорите двум сестрам, я их имена сейчас назову. Отворачивайтесь и уходите. Ну, бокал можете не отнести именно, можете перелить в баночку, маленькую какую-нибудь емкость, отнести, открыть там, поставить рядом. Можете так сделать. Ну, вынести из дома вне. В своем саду нельзя оставлять. Оно должно уйти из вашего дома, из вашей территории. Теперь, одну из них звали Кузьмиха, вторую Соломиха. Вот это две сестры чертовны. Чертовы дочери, лесного черта дочери. Их призывали и начитывали от боли. Если у вашего ребенка постоянные головные боли, постоянные там боли в ногах, если он много играет, бегает и так далее, посадите ребенка напротив алтаря, зажгите 2 свечи, желательно черный воск. Если нет, то можно такой. Значит, свечи восковые не нужно никуда носить. Опять что-то пронеслось. Вот здесь опять, видите, вот уже который раз вот так вот здесь проносится что-то. Уже который раз. Ну ладно, на 7-й минуте. Сбили меня с толку. Значит, посадите, ручки положите на алтарь, значит, кладет руки на алтарь и зажигайте свечи, и для него читайте. Если вашему ребенку нет 15 лет, вы можете это сделать. Далее. Итак, что нужно делать и каким образом, я вам уже сказала. Давайте теперь текст. У вас боль уйдет. Если у вас очень сильная боль, время от времени проводите. Но боль уйдет. Это можно читать и для пожилых людей. Но точно так же они должны сесть. То есть для людей, которые для себя не могут это сделать, вы можете читать для них. Можно было призывать родным, близким. Даже можете прочитать для своих питомцев. Только держа в руке питомца, но если это большая собака, посадите рядом с алтарем, ласкайте собаку и читайте 6 раз. Если это маленькая собака или кошка, или хорек, не знаю, что у вас там, значит, держите в руках, садитесь напротив алтаря и читайте. Это от боли. Они забирают боль любого живого существа по просьбе любого человека. Итак, 2 сестры, 2 чертовны. Одна Кузьмиха, вторая Соломиха. Дочери черта лесного. Болью питаются, боль съедают, боль забирают. Жиреют, толстеют. Кузьмиха с меня всю боль тянет, Соломиха остаток боли забирает. Кушайте мою боль, на хлеб намажьте, вином запейте. Вся боль с меня снимается, 2 сестрам чертовным отдается. Идут 2 чертовы дочери. Кузьмиха боль снимает, Соломиха от боли заговаривает. А я от боли освобождаюсь отныне
и до веки. Заклято. Отвлекают меня эти шонги. Я на них смотрю, на экран. Читай дальше еще раз. 2 сестры, 2 чертовны. Одна Кузьмиха, вторая Соломиха. Дочери чертали снова. Болью питаются. Боль съедают, боль забирают. Жиреют, толстеют. Кузьмиха с меня всю боль тянет. Соломиха остаток боли забирает. Кушайте мою боль. На хлеб намажьте, вином запейте. Вся боль с меня снимается, 2 сестрам чертовным отдается. Идут 2 чертовы дочери. Кузьмиха боль снимает, Соломиха от боли заговаривает. А я от боли освобождаюсь отныне и до веку. Заклято. Читать нужно 6 раз. Я читаю 2 раза, потому что мне еще нужно это загрузить. И еще кое-что вам подарить перед тем, как я или отдохну, или дальше буду работать. Еще не решила. Но мне еще есть что вам подарить, поэтому я это сделаю такой короткий, скажем так, ролик. У кого боль? Всем поможет. Проводите. И живите без боли. Без духовной, то есть душевной, духовной в том числе, да. И бестелесной. Всем удачи.